Друзья, приветствую вас! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Яркий метеор осветил небо над Челябинской и Курганской областями в ночь на 11 июля в 1 час 23 минуты по местному времени. Жители Челябинска, Кургана и окрестных районов сообщили о яркой вспышке, длившейся несколько секунд. Метеор был виден в радиусе сотен километров. Данных о повреждениях, травмах или падении метеоритных фрагментов пока нет. Точные размеры и состав объекта неизвестны, но его яркость указывает на диаметр в несколько метров. Событие не связано с крупными метеорными потоками, такими как Персеиды или Аквариды. По всей видимости, это был спорадический метеор. Событие 11 июля стало вторым заметным метеорным явлением в Челябинской области после инцидента 2013 года, когда 18-метровый астероид взорвался с энергией около 500 килотонн, повредив здания и травмировав людей. По регионам Беларуси вчера вновь прошла гроза со шквалистым ветром. На Минск обрушился сильный ливень с крупным градом, в результате чего возникли подтопления в Центральном, Советском и Партизанском районах города. Зафиксировано 33 случая падения деревьев в Минском, Пуховичском, Смолевическом, Червенском, Логойском районах, а также в Жодино. Повреждены 5 легковых автомобилей в Минском районе и в Жодино. Разгул стихии наблюдался также в Гомельской и Гродненской областях. Как сообщает Минэнерго, из-за сильных ливней со шквалистым ветром 9 и 10 июля в стране без электроэнергии остались более 100 населенных пунктов. Работы по ликвидации последствий непогоды проводятся в 170 населенных пунктах страны. Наибольшее количество повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях. Задействовано более 60 аварийно-выездных бригад, оснащенных необходимой спецтехникой. Для временного обеспечения потребителей электроэнергии работает 6 дизель-генераторных установок. Созданы оперативные штабы по ликвидации последствий стихии. В Шейхантахурском районе Ташкента утром 10 июля произошел разрыв водопроводной трубы диаметром 800 мм во время испытаний на механическую прочность. Инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении улиц Фараби и Шифакарлар, вблизи Ташкентской медицинской академии. Во время плановых испытаний теплосетей на механическую прочность под давлением 16 атмосфер, при достижении 12,6 атмосфер, труба диаметром 800 мм, введенная в эксплуатацию в 1989 году, не выдержала нагрузки. Мощный выброс воды коричневого цвета, смешанный с камнями, затопил улицу, повредил автомобили и витрины магазинов, а также задел нескольких прохожих. Пожарно-спасательные бригады и коммунально-технические службы оперативно прибыли на место, начав откачку воды и восстановительные работы. Участок улицы Фараби был перекрыт. МЧС и Veolia Energy Ташкент проводят проверку причин аварии. Компания пообещала компенсировать ущерб пострадавшим. Проливные дожди, обрушившиеся на Токио вечером 10 июля, вызвали масштабное наводнение. Сирены предупреждения о наводнении звучали по всему городу, японское метеорологическое агентство и местные власти призвали жителей быть бдительными из-за риска затоплений, оползней и молний. Рекордные осадки, достигшие 120 мм за час в некоторых районах, парализовали транспортную систему и привели к значительным разрушениям. Под водой оказались низменные районы Токио, особенно в Сугинами и Сибуе. Уровень воды в реке Мэгура, протекающей через районы Сатагая, Мэгура и Синагава, достиг критической отметки.
Движение поездов Токайдо Синкансен было приостановлено между Токио и Адавара из-за затопления путей. Станция Сибуя также столкнулась с затоплением входов. Увеличение частоты и интенсивности ливней связано с глобальным потеплением, усиливающим муссонные явления в Восточной Азии. Свой вклад вносит и плотная застройка Токио и ограниченная ливнево-канализационная система, не справляющаяся с количеством осадков. В морском порту находки буксир «Бикин» на полном ходу протаранил пришвартованное рыболовецкое судно, после чего покинул место аварии. Инцидент, случившийся утром 1 июля, получил широкую огласку только после публикации видео 10 июля. Около 6 часов 30 минут утра по местному времени буксир «Бикин», направляясь к месту своей постоянной стоянки, совершил навал на судно «Солвейга», пришвартованное правым бортом к причалу номер 60. Удар пришелся на левый борт, в результате чего корпус судна получил значительные повреждения. Правый борт судна также пострадал из-за удара о причальную стенку. После аварии буксир покинул место происшествия, не предприняв попыток оценить ущерб или оказать помощь. Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Полицейский вертолет королевской полиции Малайзии разбился в реке Сунгай-Пулай, недалеко от Геланг-Патах, в штате Джохор. Вертолет утром вылетел с полицейского участка Танджунг-Купанг для участия в демонстрационном пролете в рамках учений МИЦАТом-2025, направленных на отработку мер по предотвращению ядерной контрабанды. Через 46 минут после взлета вертолет потерпел крушение в реке Сунгай-Пулай, в 21 метре от причала Малайзийского агентства морского правопорядка. По данным Гражданской авиационной администрации Малайзии, вертолет выполнял низковысотный пролет, когда произошло крушение. Морская полиция оперативно отреагировала на инцидент, начав спасательную операцию в течение нескольких минут. Все 5 членов экипажа были извлечены из воды и доставлены на причал в Геланг-Патах. Оттуда их перевезли в больницу Султана Амина в Джохор-Бару для медицинского осмотра и лечения. Провинция Западная Ява в Индонезии пострадала от масштабного наводнения. Сильные дожди привели к переполнению рек Читарум, Чибит и Чидавалонг, что вызвало затопление жилых домов, дорог, школ и рисовых полей. По данным СМИ, наводнение затронуло 8 деревень в 3 подрайонах Караванга. Уровень воды в некоторых местах, особенно в Каранглигаре, достигал 2 метров, что привело к затоплению более 100 домов. Наводнение затронуло около 210 человек, обошлось без жертв, но жителям пришлось покинуть свои дома. Местные власти организовали эвакуацию жителей из наиболее пострадавших зон. Экстренные службы проводят ликвидацию последствий наводнения, ведется откачка воды и восстановление инфраструктуры. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Уезд Вэйсинь в китайской провинции Юньнань столкнулся с беспрецедентным стихийным бедствием, вызванным экстремальными ливнями, которые обрушились на регион. Максимальная зафиксированная сумма осадков в поселке Лообу составила 254,4 мм, что стало рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений в регионе, начавшихся в 1958 году. Ливни вызвали стремительные паводки, наводнения, более 20 оползней и свыше 10 селей, что привело к разрушению инфраструктуры и жилых домов. В деревне Хэйлун оползень, вызванный дождями, уничтожил 2 жилых здания. 5 человек, 4 члена одной семьи и их сосед, числятся пропавшими после того, как их дома были смыты водой. Поиски продолжаются, но судьба пропавших остается неизвестной. Наводнения и сопутствующие оползни нанесли значительный ущерб уезду. Зафиксировано более 200 обрушений дорог, свыше 40 дорог остаются заблокированными из-за оползней и селей.
затоплено более 150 домов, более 100 магазинов и около 1500 автомобилей. Пострадали также сельскохозяйственные угодья. В городских районах наблюдаются перебои с электроснабжением. Греция столкнулась с волной природных пожаров, число которых стремительно увеличивается на фоне аномальной жары, охватившей регион. Температуры, превышающие 40 градусов по Цельсию, и сильные ветры создают экстремальные условия, способствующие быстрому распространению огня. По данным СМИ, пожары уже затронули несколько регионов, включая остров Крит, пригороды Афин и южную часть Эвии. Более 1000 человек были эвакуированы на Крите, сотни — в пригородах Афин и на Эвии. В Пикерме эвакуированы 3 поселения, а в Казани и Ларисе жителей направили в безопасные зоны. Пожары уничтожили леса, оливковые рощи и сельскохозяйственные угодья. Туристическая отрасль, ключевая для экономики Греции, находится под угрозой из-за эвакуации и горящих пейзажей. По данным Национальной метеорологической службы Греции, в эту неделю температура продолжит расти, особенно в центральных и западных регионах, что значительно увеличит риск новых возгораний. Проливные дожди, обрушившиеся на Гургаон в индийском штате Харьяна, привели к масштабным подтоплениям, превратив улицы города в реки и вызвав хаос в транспортной системе. Сильные дожди начались вечером 9 июля, после чего Индийский метеорологический департамент выпустил оранжевый уровень предупреждения о продолжении ливней. За 12 часов в Гургаоне было зафиксировано 133 мм осадков, из которых 103 мм выпало за 1,5 часа. Это вызвало обширное затопление ключевых магистралей, жилых районов и коммерческих зон. По данным СМИ, город был практически парализован, основные дороги оказались под водой. В некоторых районах уровень воды был больше метра. Сильные дожди привели к масштабным пробкам. На некоторых эстакадах водители были заблокированы более 2 часов. Жилые районы, включая элитные комплексы, пострадали от серьезных подтоплений. Вода затопила подвалы зданий, повредив припаркованные автомобили. Основной причиной затоплений стала неадекватная ливнево-канализационная система Гургаона, которая не справляется с сильными дождями. Несмотря на статус города как крупного делового центра, инфраструктура остается слабым местом. Быстрая застройка Гургаона привела к утрате естественных водоемов и покрытию больших территорий бетоном, что препятствует впитыванию дождевой воды. Это усиливает подтопление в низинах. Власти Гургаона объявили чрезвычайное положение, в экстренном режиме работали и коммунальные службы, откачивая воду из 40 низинных зон. Проливные дожди, обрушившиеся на провинцию Асир на юго-западе Саудовской Аравии, привели к значительным подтоплениям. От стихии пострадали несколько районов провинции, включая город Ахат-Руфайда, где улицы превратились в реки, серьезно затруднив транспортное движение. В затопленных районах возникли также перебои с электроснабжением. Местные власти задействовали коммунальные службы для ликвидации подтоплений. Проливные дожди в Асире связаны с сезонными климатическими особенностями региона. Провинция, расположенная в горной местности на юго-западе Саудовской Аравии, получает больше осадков, чем засушливые центральные и восточные районы страны. Проливные дожди, обрушившиеся на Баатоу утром 10 июля, принесли значительные осадки. За короткий период выпала значительная часть месячной нормы осадков. Наводнение затронуло центральные районы города, под водой оказались жилые и коммерческие зоны. Затопленные улицы привели к остановке движения в Баатоу, пробки достигали 10 баллов и растянулись по всему городу. Некоторые районы оказались без электроснабжения. Баатоу, как и многие города внутренней Монголии, не имеет достаточно развитой дренажной системы для борьбы с сильными осадками.
проблемы с канализацией и засоренными стоками дополнительно усилили подтопление. Для ликвидации последствий непогоды власти задействовали пожарные и спасательные команды. Вулкан Сакурадзима, один из самых активных в Японии, расположенный в префектуре Кагасима, продолжил свою активность 10 июля. Извержение, начавшееся в кратере Минамидаке, сопровождалось выбросом пепла на высоту до 3 километров, что привело к предупреждениям для жителей близлежащего города Кагасима и временным ограничениям в районе вулкана. Веб-камеры зафиксировали свечение кратера в ночное время, выбросы диоксида серы достигают 1500 тонн в день, что указывает на повышенную активность вулкана. Сообщается о пеплопаде в Кагасиме, расположенной в 8 километрах от вулкана. Уровень тревоги остается на 3-м уровне, с запретом приближаться к кратерам Минамидаке и Сёва ближе, чем на 2 километра из-за риска пирокластических потоков и выброса крупных обломков. Сакурадзима, расположенная в кальдере Аэра, находится в состоянии почти непрерывного извержения с 1955 года, с типичными стромболианскими взрывами каждые 4-24 часа. Текущая активность началась в 2017 году и продолжается, с пиками в июне-июле 2025 года. Мощная песчаная буря накрыла вчера город Таузар в юго-западной части Туниса. Сильный ветер поднял тучи песка и пыли, сделав небо оранжевым и практически нулевую видимость на дорогах. Буря затронула центральные и жилые районы города, расположенного вблизи пустыни Сахара. Улицы Таузара оказались практически парализованы из-за плохой видимости. Дорожное движение остановилось, водителям рекомендовалось избегать поездок. Песчаная буря была вызвана сильным ветром, поднявшим песок из пустыни Сахара. Таузар, расположенный у оазиса на краю пустыни, часто подвергается подобным явлениям, особенно в периоды сухой и ветреной погоды. Коммунальные службы города находятся в повышенной готовности, ожидая окончания бури, чтобы приступить к очистке улиц от песка и восстановлению нормального движения.